Рада всех приветствовать на своем канале, с вами Марго. Дорогие дамы, с женским праздником весны вас, с 8 марта. Пусть ваши глаза всегда светятся от счастья, улыбка никогда не сходит с губ. Пусть жизнь дарит вам радость, любовь, тепло и вдохновение на новые свершения. Будьте счастливы, успешны и никогда не утрачивайте свою неповторимую женственность. Напоминаю всем, кто еще не подписался на мой канал, пожалуйста, подписывайтесь, приглашаю. Итак, давайте рассмотрим вопрос, какой мужчина за дверью, откроете ему двери или нет. Данное гадание очень похоже на гадание «Мужчина на пороге», но оно немного отличается тем, что за дверью может оказаться один или несколько мужчин, а может и никого там нет. Давайте проверим. Напоминаю, что это гадание общее. Берите свою информацию. Если вы попали на это гадание, значит вам необходимо узнать что-то важное для себя. Когда бы вы ни попали на это гадание, оно всегда будет актуально именно на момент его просмотра, независимо от срока его давности. Гадание подходит как для дам одиноких, так и для тех дам, кто не уверен, что рядом с вами сейчас именно тот мужчина, с кем бы вы хотели выстроить стабильные отношения. Также гадание подойдет и для тех дам, кто находится в разлуке со своим избранником. Итак, предлагаю вам выбрать один из двух вариантов раскладов. Можете просмотреть оба. Выберите вариант по понравившемуся вам конверту с цветами. Расклад для дам, которые выбрали конвертик с цветами под номером 1. Для начала рассмотрим вашу сигнификацию. В большинстве случаев на расклад пришли дамы, которым не везло в личной жизни, не получалось встретить поистине достойного вас мужчину, кому бы вы могли доверять. Вам попадались мужчины скользкие, которые вас недооценивали, были нечестны с вами, занижали вашу самооценку, не стремились как-то вкладываться в отношения, с легкомыслием относились к вам, не желали брать ответственность ни за что, а главное, не хотели создавать семью, так как считали это для себя обузой. Это мужчины-эгоисты, нарциссы, павлины. Кто-то просто мог рассматривать вас лишь для интимных встреч, не желая никакого продолжения далее. В случае, если у вас есть мужчина, вы в нем не уверены, так как он слишком озабочен собственной персоной, нежели построением брачных уз или хотя бы чего-то наподобие отношений. В любом случае, в вашей жизни присутствуют или присутствовали мужчины, которые ищут удобств, некой меркантильности, выгоды, не желающие вкладываться, быть верными, ценить вас. По королеве кубков многие из вас относятся к водной стихии. По знаку зодиака это рак, скорпион, рыбы. Вы очень мягкая, с тонким чутьем прекрасного. У вас развита интуиция. Многие из вас любят погружаться в мир тайн таро, эзотерики, психологии. Вы очень творческая личность. Цените в человеке ум, воспитание, манеры, благородство, достижения, статус, потому что вы сама такой являетесь. Очень походите на аристократку. Многие вам очень завидуют. На данном этапе жизни у некоторых из вас могли возникнуть финансовые трудности, но они временны. Некоторые испытывают страх, ошибочно полагая, что вдруг на вашем пути больше не встретится достойный вас мужчина. Но все равно вы не теряете надежду встретить того самого, который поистине сможет сделать вас счастливой, и вы на правильном пути. Второй вопрос. Сколько мужчин постучится в вашу дверь? Тут показано, что долгое время вы были в одиночестве, несмотря на то, что у вас может быть много друзей, знакомых. Это было вашим решением не впускать в свое жизненное пространство мужчину, так как вы потеряли доверие к мужчинам в целом. По истечению какого-то времени в ваши двери все-таки постучится мужчина, которого вы примете в свою жизнь. Карты показали одного мужчину, который не сможет устоять перед вашими чарами. Вы покорите этого человека своей красотой, неотразимостью, индивидуальностью и женственностью, но поначалу будете держать дистанцию, чтобы получше изучить этого человека. Третий вопрос – сигнификация мужчины. За плечами этого мужчины остался брак или отношения с непостоянной и зацикленной на себе дамой.
Она любит мужское внимание и деньги. Многое обещала этому человеку, но это все пустое, потому что она любила себя и ту иллюзию, которую создала в виде отношений с ним. Этот мужчина был ей просто выгоден и удобен. Дамочка меркантильная. Мужчина познал отношения с негативной стороны с этой дамой. Она его неоднократно предавала, пользовалась его доверием, требовала от него финансы и немалые. В какой-то момент ему надоели ее обманы и непостоянство. Он поставил точку в этих отношениях. У некоторых проиграется так, что эта женщина ушла к другому, так как увидела там больше выгоды. В вашей жизни этот мужчина появится неожиданно для вас. Показано, что он может быть из-за границы или другого города. Также по аркану Мир идет указание на знакомство через интернет. Для кого-то, как ни странно, знакомство пройдет через сайт знакомств, но мужчина нацелен на знакомство с женщиной для создания долгосрочных отношений. Он устал от измен и хочет настоящего семейного счастья. Для вас он показан как шанс стать счастливой именно в стабильных семейных узах. Вам главное не упустить свой шанс, хотя карты выстроились в такую цепочку, что вам будет сложно упустить свою судьбу, она сама идет в ваши руки. 4-й вопрос. Знакомы ли вы с этим мужчиной? Нет, вы еще не знакомы с этим мужчиной. В вашу жизнь он заходит как незнакомец. Причем, встретив вас, он уже не сможет спокойно спать, и внутри него будет гореть огонь в отношении вас, который ему сложно будет контролировать в себе. Причем вы сами видите, на арканах двойка мечей и справедливость, глаза завязаны, вы еще нигде не встречали этого мужчину. Также аркан справедливость указывает на тот факт, что ваш запрос услышан высшими силами. Вам дадут именно того мужчину, которого вы запрашивали. По аркану смерть также идет указание на то, что вы не знакомы, что ваш испытательный кармический путь практически пройден, грядут перемены, и появлением этого мужчины ваша жизнь полностью изменится, преобразится, вы обретете иной статус. 5-й вопрос. Как будет проявляться этот мужчина? Первыми выпали арканы, которые четко прочитываются следующим образом. Счастливое и удачное начало будет положено. Мужчина увидит в вас шанс и огромный потенциал в будущем создать семью именно с вами. Медленно, поступательно и уверенно будет действовать в отношении вас с заботой, опекой. Серьезность его намерений вас очарует, и вы ему доверитесь, что будет очень правильно с вашей стороны. Я не вижу прямо стремительного или скоротечного развития отношений, но мужчина завоюет ваше расположение и сердце. Я вижу, что между вами вспыхнет взаимная любовь. Истинная, о которой сложены легенды. Мужчина настроен будет весьма серьезно к вам, и каждый его вклад в ваши отношения будет основательно укреплять ваш союз. Вы научитесь доверять. Этот мужчина вернет вас к жизни. В ваших глазах зажжется огонек жить, любить и быть любимой. Карты показывают, что он человек надежный и сторонник законных брачных уз. Попав в руки такого человека, вы будете обречены на семейное счастье. Вижу, что вам он сделает предложение замуж. Также вижу вашу церемонию бракосочетания, причем многие из вас оформят отношения еще и помолвкой в церкви. Вместе с ним вы выстроите поистине стабильную, счастливую семью. Я не вижу, чтобы у кого-то были какие-то финансовые проблемы с жильем. Сейчас вы смотрите этот расклад и думаете, о чем говорит эта Марго. Позже увидите, впереди вас ждет зажиточная, богатая жизнь. Многие построят семейный бизнес. Но к этому вы будете идти вместе, рука об руку. Ваш супруг будет вашей опорой. Он настолько сильно будет ценить вас, благодаря чему он вдохновится на многие подвиги ради вас и своей семьи. Показано, что, будучи в паре, вы подниметесь на порядок ступеней ввысь по социальному классу. Вы оба созданы друг для друга, оба прошли через предательство и неудачи в отношениях. Карты прорисовывают вашу пару как почитаемую в обществе, вас уважают, о вас будут отзываться положительно. Вашу пару будут ставить в пример, как эталон семейной жизни. Да, сейчас у вас в мыслях много сомнений по этому поводу, но ваша жизнь полностью изменится. Да и куда в семейной жизни без деток?
Замечательных детишек родите, 1 или 2 деток у вас точно будет. Если у вас от прошлых отношений есть детки, в браке еще родятся и ваши общие детки, долгожданные, запланированные, зачатые в любви. 6-й вопрос. К чему приведет ваше общение? Очень интересно, при том, что предыдущий вопрос нам уже раскрыл этот вопрос. Но этот вопрос нельзя убрать из расклада, поэтому смотрим. Сами выпали карты, говорящие о ваших внутренних страхах. О том, что вы не верите в существование такого мужчины, что вам может не повезти или вы опять можете наступить на те же грабли. Ваши негативные мысли разъедают вас изнутри, поэтому выбросьте эти мысли из головы, мои дорогие. Помните, что мысли притягивают события, но несмотря на ваши сомнения и страхи, все же вам предстоит знакомство с ключевым, судьбовым мужчиной, с которым вам суждено выстроить семью, родить детей, быть счастливой в этом браке. Карта Ленорман полностью дублирует всю информацию с предыдущего вопроса. Карта Ленорман-Букет напрямую говорит о том, что этот мужчина для вас как дар с небес. Именно тот человек, которого вы запрашивали, которого вы так долго ждали, как гран-при за все ваши мучения. Показано, что вы будете жить в любви, достатке, у вас будет свое личное жилье, дом, квартира, может еще и земельный участок. И давайте посмотрим для вас совет от высших сил. Высшие силы советуют вам принять изменения в судьбе, принять нового мужчину, позволить себе быть счастливой. Сейчас вы находитесь на последнем этапе трансформации вашей жизни. Ваше одиночество – это временное явление. Прислушивайтесь к подсказкам своего внутреннего «я». Все ответы находятся внутри вас. Доверьтесь своей интуиции. Высока вероятность вещих снов. Обращайте внимание на знаки и подсказки Вселенной. Освободитесь от того, что вас сдерживает и тормозит ваше развитие. Смените свое представление о жизни, стереотипность мышления. Идите по своему пути, не сожалея о прошлых ошибках. Ваши ошибки – это ваши учителя. Перестаньте всем угождать, чему-то или кому-то соответствовать. Будьте собой. Живите своей жизнью, не обращая внимания на мнение других людей. Энергия вашего духа сильнее, чем поведенческие шаблоны. Будьте честными перед собой. Идите к мечте и отстаивайте свое честное имя. Правда на вашей стороне. Не идите на поводу ваших страхов и привязанностей. Не надумывайте в себе зависимости. Всего вам наилучшего. Расклад для дам, которые выбрали конвертик с цветами под номером 2. Давайте рассмотрим вашу сигнификацию. Здесь показана дама, у которой под сердцем долгое время таится надежда на чудо, на исполнение самого заветного желания. У каждой из вас своя мечта, все очень индивидуально. У вас большие планы на перспективное счастливое будущее. У многих из дам, смотрящих этот расклад, не сложилось личное или семейное счастье. Вы не получили желаемого простого женского счастья, быть любимой и желанной, единственной для своего избранника, выйти замуж, родить деток. Один или несколько пунктов из вышеперечисленных мною не исполнились. В каком-то понимании вы потерпели крушение планов, разочаровались в мужчине, которому доверились. Несмотря на свое поражение, вы не перестаете верить в исполнение самого заветного желания. Многие ошибались в выборе партнеров для отношений, в результате чего мужчиной вам была отведена роль на вторых ролях, в закулисных играх, в любовных треугольниках, в любого рода непостоянных легких отношениях. Вам попадались не те мужчины, недостойные вас. Кому-то мужчина мог клясться, что вы у него единственная, но потом вскрывалась правда о существующей еще до вас законной жене или помолвке с другой дамой. Кому-то мужчина предлагал участие в любовном треугольнике, сразу предупредив, что он не одинок. Кому-то мог еще обещать, что уйдет от жены, от той другой, которую он не может пока что бросить, так как есть миллионы причин не уходить оттуда. На самом деле для всех этих мужчин есть одно объяснение. Им так удобно. Одна женщина для комфорта, быта и приготовления блюд, а другая для интимной жизни. И бросать ту, с которой ему более удобнее всего, он и не собирался. У многих из вас на сегодня есть такой мужчина, как я описала выше, с которым еще не поставлена точка, с которым все на паузе, или который ищет подходящего момента уйти на время от жены и побыть с вами.
вами. С ним еще не порвано, но стоило бы. Присутствие такого мужчины в вашей жизни, который поставил вас в зависимость от себя, не сделает вас счастливой, и исполнение вашей заветной мечты так и не наступит. У вас очень большое сердце, вы способны сделать счастливым поистине достойного вас мужчину. Второй вопрос: сколько мужчин постучится в вашу дверь? Энергетика расклада говорит о том, что 2 мужчин постучат в вашу жизнь. Первым мужчиной, что постучится в вашу дверь, карта нам открывает человека, который вас недостоин, ранил ваше сердце, предал вас. С его стороны к вам у него неуважительное отношение. Это тот мужчина, которому подходит описание в предыдущем вопросе. Он был послан в вашу жизнь для прохождения важного кармического урока, то есть это мужчина кармический, с которым у вас еще не поставлена точка, либо вот-вот вам предстоит с ним окончательный разрыв. Возможно, мужчина исчез из вашей жизни, ничего толком вам не объяснив, поставил все на паузу. Мужчина может быть резок и не станет подбирать слова, чтобы вас не ранить. Бездуховный, безнравственный и безответственный, абсолютно недостоин вас. Самое обидное, что вы не можете его забыть, и многие из вас до сих пор могут любить этого человека. Мне показано, что вы можете где-то издалека, с окна или в соцсетях видеть его счастливым в паре с другой дамой. Вас это очень ранит. Далее вижу, что судьба предоставит вам шанс познакомиться с мужчиной, который приятно удивит вас своим почтительным и уважительным отношением к вам. Мужчина галантен, воспитан, огромное впечатление произведет на вас. Это и будет второй мужчина, который постучит в вашу дверь, войдет в вашу жизнь. Вы станете перед выбором. Так как не успев забыть прошлого кавалера, вам предоставится шанс знакомства с весьма достойным кандидатом для отношений. Смотрите, карты Ленорман показали также выбор между 2 мужчинами, один из них манипулятор и игрок, второй с серьезными намерениями создать прочные семейные узы. Выбор зависит от вас, страдать далее или стать счастливой. Еще идет указание на то, что новый мужчина может быть старше возрастом вашего предыдущего. Это очень ответственный человек, если даже и молодой, но он мудр не по годам, развит, у него может быть несколько высших образований. Также показано, что с предыдущим вам пришлось быть в зависимых отношениях из-за страха оказаться одинокой, беспомощной, без финансов. Третий вопрос – сигнификация мужчины под номером 1. Здесь показаны такие качества мужчины: нежелание продолжать отношения с вами, безответственность, инфантильность, мужчина-манипулятор, интригант, ловелас, зависимость от секса и любовных игр. Также проходит значение как отклонение в плане извращения в сексе, беспорядочный секс с непостоянными партнершами. Сигнификация мужчины под номером 2. Это новый мужчина, вы с ним еще не знакомы, как я вижу. Он показан здесь предложением отношений, но еще я вижу, что он вам совсем не приглянется, и вы не воспримете его как шанс. Это объясняется тем, что он появится в тот период вашей жизни, когда мужчина под номером 1 снова к вам вернется, снова начнет вами манипулировать и нанесет вам очередную сердечную рану. В этот момент вы будете разбиты, и мир будет казаться для вас пустым и бессмысленным. Но все же карты показали здесь четко выбор между 2 мужчинами. Также вижу, что новый мужчина будет одиноким, вышедшим из отношений или брака, в котором его предали. Женщина могла ему периодически изменять. Он не выдержал и поставил точку. Он пытался сохранить, реанимировать эти отношения или брак. Но та его женщина не изменилась, хотя 100 раз клялась. Она так и не переставала гулять и изменять. Он надеялся, что она одумается, так как в браке есть дети. Но она пользовалась его добротой, манипулировала им. Их отношения походили на рыночные, где ее интересовали лишь финансы и земные блага. 4-й вопрос: знакомы ли вы с этим мужчиной? Предыдущие 2 вопроса нам уже дали ответы, но этот вопрос из расклада мы не можем исключить. Смотрим. С одним мужчиной вы не знакомы, это мужчина, который под номером 2. Это новый для вас мужчина. Показано, что он появляется в период распада вашего союза с непостоянным партнером, который нанесет вам очередную сердечную рану. Примерно в момент расставания с ним произойдет знакомство.
Также могу отметить, что карты выделили нового мужчину вашего рыцарем жезлов. Мужчина может быть военным или из-за границы, с другого города. Потом он станет рыцарем кубков, ухаживает за вами, предлагает вам отношения. А рыцарь мечей – это ваш непостоянный, под номером 1. И ваше с ним расставание будет с громким скандалом. Опять-таки, эти 3 карты Таро снова указали на нанесение вам душевной раны тем мужчиной, с которым и так все почти закончено. Все же вам трудно будет его отпустить и простить. 5-й вопрос. Я решила спросить только по одному мужчине, так как и ясно, что один точно уходит в прошлое. Как будет проявляться ваш новый мужчина? Карты Ленорман показывают нам, что, возможно, сейчас у этого мужчины происходит бракоразводный процесс вместе с разделом имущества. У кого-то этот мужчина уже развелся, и скоро вы его встретите. Карты подчеркнули в очередной раз, что мужчина заходит в вашу жизнь с серьезными намерениями. Если вы согласитесь на отношения с ним, вас ждет счастливая гармоничная жизнь. Мужчина старше вас, имеет заслуги в профессиональной деятельности, может занимать весомую руководящую должность, крепко сидит, скажем так, и отлично зарабатывает. Он уже занял свою социальную ступень в жизни. С появлением этого мужчины у вас в жизни как-то все упорядочится, гармонизируется. Сама жизнь ваша станет более нарядной и праздничной. Вам не нужно будет переживать по поводу финансов. Мужчина способен будет содержать и опекать вас, оберегать и заботиться о вас. Будет щедр на подарки для своей любимой женщины. Вижу и романтичные свидания, ухаживания, признание в любви. Но как же без этого? Опять-таки вижу, что он живет на отдалении от вас. Возможно, и за границей. Также показано, что это ваш именно ключевой, судьбовой мужчина, тот, о ком вы мечтаете. Карты «Сердце» и «Клевер» – это огромный шанс полюбить и стать любимой, почувствовать, как это, когда о вас заботятся, когда вас ценят и уважают. 6-й вопрос. К чему приведет ваше общение? Первая линия карт открыла нам вашего мужчину, что отходит в прошлое, а вторая – нижняя линия карт вашего будущего мужчину. Мужчина, отношения с которым сейчас у вас под вопросом, снова вас обидит, оскорбит. Он может что-то такое вам сказать, что ваше сердце и впрямь разболеться может. Он выберет остаться со своей женой. Если еще не женат, он собирается на той женщине жениться. Вас эта новость унизит и ранит. Будет с вами жестко, резко и холодно разговаривать на повышенных тонах. Ваш новый мужчина опять показан как иностранец, живущий на отдалении от вас. У него подобные проблемы, как и у вас. Он разводится, расстается с той своей женой, постоянной женщиной, и уже немного позже произойдет ваша судьбовая встреча. Он показан здесь королем пентаклей. Это о многом говорит. Во-первых, мужчина будет вашим постоянным спутником жизни, нацеленным на создание семьи именно с вами. Во-вторых, материально обеспечен, с квартирой, машиной и всем остальным. С его появлением может произойти так, что бывший опять появится в вашей жизни, но вы его оттолкнете. Перед вами будет выбор. Вы выберете нового судьбового мужчину. Смотрите, какая карта легла на нашего нового короля пентаклей. Это старший аркан император. Вот и ответ на главный вопрос. Император – это ваш будущий законный муж. И давайте рассмотрим для вас совет от высших сил. Высшие силы советуют вам довериться им. Вас ведут навстречу своей судьбе. Не сопротивляйтесь. Перемены к лучшему неизбежны, даже если предстоит пройти через испытания. Наслаждайтесь жизнью. Будьте в гармонии с природой, миром, собой и своим окружением. Самое главное для вас сейчас – это безмятежность, душевное спокойствие и равновесие, баланс, умение мудро сдерживать свои порывы и не впадать в крайности. Ломайте стереотипы, будьте собой, идите по своему пути, не привязывайтесь к прошлому, не сожалейте о прошлом. Живите своей жизнью, не обращая внимания на мнение других людей. Если вам кажется, что вы стоите на одном месте и не развиваетесь, это не так. Все, что происходит с вами, вдохновлено божественной энергией. Также идет указание на то, что вы можете в чем-то преуспеть, и вам необходимо, чтобы люди узнали о вас, о вашем мастерстве, навыках, талантах, знаниях и достижениях.
Вы очень уникальные, вас поцеловал Бог. Оракул знаменует для вас победу на вашем пути. Цель, которую вы ставите перед собой, будет достигнута вами, и о вас узнают многие люди. Вы будете известны, популярны, вас будут узнавать на улице или с экранов телевидения. Вы наделены всеми необходимыми качествами для достижения успеха, такими как ответственность, взвешенность поступков, компетентность, надежность, уверенность, стойкость, логика, практическая земная мудрость, инициатива и самостоятельность в принятии решений, способность решать жизненные проблемы. Развивайте в себе эти качества, вы ими уже обладаете. Желаю вам удачи. Благодарю вас, мои дорогие, за участие в этом гадании, за подписку, лайки и комментарии. Пусть все наилучшим образом исполнится у вас. С вами была Марго. До скорой встречи.